Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента, 2012 год рождения. Дата исследования 2 июня 2024 года. Область исследования – правый коленный сустав. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Суставные поверхности ровные. Зоны роста по возрасту. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. За надколенником минимальное количество свободной жидкости. В передних отделах сустава определяется отграниченное скопление жидкости размером 27 на 31 на 8 мм. Более вероятно скопление кист диаметром до 8-12 мм. Менее вероятно скопление жидкости с множественными швартами. Периартикулярные ткани отечны. Пателофеморальное сочленение по нижней трети надколенника МР сигнал от суставного хряща неоднороден на всю его толщину. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа Павайбак. Индекс Инсал-Салвати 0,10. Клетчатка Гофа развита обычно, отечна. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Признаки отека – разволокнение передней крестообразной связки и в меньшей степени латеральной коллатеральной связки. Внутри и внесуставные связки, задняя крестообразная связка, медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска первой, второй степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом разрыва на одну поверхность мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска не выявлены. Заключение. МР признаки отека, разволокнение передней крестообразной связки и в меньшей степени латеральной коллатеральной связки. Разрыва медиального мениска 3А степени Пастouла, хондромаляции надколенника третьей степени, отграниченного скопления жидкости в полости сустава, кисты мениска. Минимально выраженного синовита правого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 4 июня 2024 года. К. М. Н. Доцент Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В правом коленном суставе есть разрыв мениска 3А стадии, а также отграниченное скопление жидкости в полости сустава. Скорее всего, это кисты мениска, но может быть и просто скопление жидкости, которое длительно существует и содержит множественные шварты, спайки. Данных за импрессию мыщелков нет. Вам нужно показаться травматологу.